наступления войск Рокоссовского неожиданно испортилась погода. Из воспоминаний Рокоссовского. Уже рассвело, а ничего не видно. Все скрыто пеленой тумана и мокрого снега. Погода отвратительная, и никакого улучшения синоптики не обещали. Отдаю распоряжение отменить всякие действия авиации. Авиация бездействовала. Артиллерия била вслепую. Советская пехота медленно продвигалась вперед, за первый день боев пройдя всего 3-6 километров вместо 10-12 запланированных. Немцы усилили оборону тяжелыми танками «Тигр» и самоходками «Штурмгещуц». Командующий группой армий «Центр» Рейнгард еще рассчитывал остановить советское наступление, бросив в контратаку танки. Но оставшийся у него в резерве танковый корпус пришлось перебросить на Вислу, где также началось советское наступление. Рейнгард успел использовать из резервного корпуса лишь одну танковую дивизию «Великая Германия». Рокоссовский в ответ вел в бой 500 танков из резервов фронта. В 1945 году основным танком Красной Армии стал Т-34-85, созданный в 1943-м на базе Т-34-76 с использованием конструкций элементов опытного танка Т-43. На танке в более просторной трехместной башне устанавливалась мощная 85-миллиметровая пушка. Экипаж танка увеличился до 5 человек. Всего в Советском Союзе за время производства до 1950 года было выпущено около 80 тысяч машин. Официально танк снят с вооружения российской армии в 1993 году, но все еще состоит на вооружении ряда стран. После разгрома вражеских танковых резервов Рокоссовский выдвинул вперед 5-ю гвардейскую танковую армию. Этот удар вызвал настоящий переполох в стане противника. Рейнгард обратился к Гитлеру. Мой фюрер, захваченная карта противника показывает, русская танковая армия идет на Данциг. Если она прорвется, мы будем атакованы в тыл, где вообще нет войск. Командующий группой армий «Центр» просил разрешения отступить. Лишь через 9 дней с начала сражения Гитлер разрешил отход. Но остановить войска Рокоссовского Рейнгард уже не смог. Советские танки вышли к заливу Фришесхаф, и Восточная Пруссия оказалась изолированной от Рейха. С востока Третий Белорусский фронт Черняховского вышел к Кёнигсбергу. Группа армий «Центр» была рассечена на 3 части на Земландском полуострове, в районе Кёнигсберга и южнее него. Плохая погода в Восточной Пруссии не позволяла в полной мере использовать авиацию для разгрома колонн отходящего противника. Поэтому в Кёнигсберге и на побережье скопилась крупная и все еще боеспособная группировка немецких войск. Была взята пауза на несколько недель. 18 февраля 1945 года на окраине города Мельзак, ныне Пененжно, Польша, командующий Третьим Белорусским фронтом генерал армии Черняховский получил тяжелое ранение и в тот же день скончался. Командование советскими войсками в Восточной Пруссии принял маршал Василевский. Василевский Александр Михайлович, маршал Советского Союза, один из самых талантливых советских полководцев. В качестве начальника генерального штаба принимал участие в разработке и осуществлении всех крупных операций на Советско-Германском фронте. Руководство Третьим Белорусским фронтом совмещал с должностью заместителя Народного комиссара обороны. После Жукова стал вторым кавалером Ордена Победа, учрежденного в 1943 году. Дважды Герой Советского Союза. Прусскую группировку громили по частям. Меньше чем за 10 дней уничтожили котел южнее Кёнигсберга. В апреле 1945-го пришла очередь самого Кёнигсберга, а затем немецких частей на полуострове Земланд.
Борьба за Восточную Пруссию стала для Красной Армии тяжелой и напряженной. Ее успех предопределила артиллерия, бог войны. Из воспоминаний маршала Василевского. Восточно-прусская операция по расходу боеприпасов вообще не имела себе равных среди всех операций в истории войн. Оба фронта израсходовали более 15 тысяч вагонов боеприпасов. Под ударами артиллерии пали и полевые укрепления, и форты Кёнигсберга. Уже на четвертый день штурма города-порта комендант крепости начал переговоры о капитуляции. В плен сдалось 92 тысячи человек, включая 4 генералов. Дольше всех сопротивлялась земландская группировка, но спустя 2 недели и она сложила оружие. Стоял апрель. Маршал Жуков уже разрабатывал планы штурма Берлина. Южнее бои шли уже в Чехословакии и Венгрии. Войска 2-го и 3-го украинских фронтов гнали элитные эсэсовские дивизии на запад, в Австрию. Это наступление на юге во многом стало возможным благодаря успешному развитию операции «Багратион». Но начало его было положено еще в 1943 году, когда советские войска только готовились форсировать Днепр и освобождать Киев. Тогда, в 1943-м, советским воинам предстояло еще одно сражение Великой войны – битва за Украину.